Думаете, фриланс — это вечный отпуск с ноутбуком под пальмой? Я тоже так думала. И это была моя первая ошибка на пути, ну, пока не к миллионам, но точно к чему-то новому. Всем привет, меня зовут Лёля, и это мой новый канал, где я буду предельно честно рассказывать о своем пути в мир онлайн-заработка. Никаких прикрас, только реальный опыт, ошибки и, надеюсь, победы. И сегодня моя история о том, как я сбежала из офиса, окунулась во фриланс и чуть не пожалела об этом в первый же год. Итак, шел 2020 год. Пандемия только начиналась, но я уже давно вынашивала у себя в мыслях план побега из работы в офисе, в классическом найме. Почему? Ну, список причин достаточно большой. Во-первых, дорога. Представьте, каждый день 2, а то и 3 часа жизни я просто тратила зря. На путь до работы и обратно. Был постоянный прессинг со стороны босса, вечная зависимость от настроения начальника, от планов коллег, от офисных правил, которые не всегда кажутся логичными. Возможно, вам знакомы такие ситуации. Мне хотелось самой решать, когда, сколько, где работать. Хотелось больше времени тратить на себя, на свою жизнь, а не смотреть, как просто время улетает. И вот тут, как нельзя кстати, мир начал массово переходить в онлайн. И я тоже захотела это сделать. Насмотревшись разных конференций с участием интернет-предпринимателей, но перейти в онлайн оказалось не так просто, как эти замечательные спикеры рассказывали. После ухода с работы в офисе мне нужно было как-то зарабатывать. И я, недолго думая, решила попробовать себя пешим курьером. Да, в моем воображении была даже такая красивая картинка, что я буду уходить, разносить какие-то доставки, посылки, выбирать, что возьму, что не возьму, свежий воздух, движение. В общем, хорошая альтернатива работы в офисе, ухода из сидячего образа жизни. Но на самом деле все оказалось намного сложнее. Каждый день приходилось брать заказы в автоматическом режиме, потому что они давали мне больший заработок и больше гарантий о том, что я вообще что-то получу. Заказы были совершенно разного веса. Иногда это был какой-то небольшой конвертик, а иногда тяжеленные коробки, которые приходилось таскать через весь город на своих двоих. К сожалению, клиенты иногда обманывали сервис, потому что были строгие ограничения по максимальному весу доставок. Клиенты указывали совершенно другой вес. Иногда писали, там, я не знаю, полкило. На самом деле это была 2-килограммовая какая-то упаковка. Все клиенты, конечно же, переживали за сохранность своего заказа, то есть чтобы ничего не повредилось. И это создавало дополнительное давление на меня. То есть, когда у тебя несколько больших коробок и нежная упаковочка со свежеиспеченными панкейками, которые ну никак нельзя повредить, конечно же, ты переживаешь. Помню, был один очень милый случай. Мне нужно было забрать довольно большую коробку. Я по телефону уточнила у клиентки, будет ли она на месте, а она, услышав женский голос, так удивилась, сказала: «Ой, девушка, так заказ у меня такой тяжелый, давайте я его отменю. Не хочу, чтобы вы себе спину сорвали». Представляете, было так трогательно и приятно, что есть такие замечательные люди. Она просто меня пожалела. Но такие ситуации, конечно, скорее исключение. Да, конечно, это скрашивало ситуацию, но в любом случае в конце дня было общее ощущение дикой усталости. А еще некоторые заказы просто могли забросить меня куда-нибудь далеко за черту города, откуда потом долго приходилось искать остановку. Я никогда точно не знала, во сколько вернусь домой. Не было никакой стопроцентной гарантии, что я буду там к определенному часу. Бывали, конечно, и исключения, какие-то удачные дни, когда я быстро освобождалась, но все же приходилось перерабатывать, чтобы окупить расходы на питание, завтрак, обед, ужин.
на транспорт, потому что поездок за день набиралось очень много. Плюс, конечно, мне хотелось еще дополнительно заработать. Еще один момент — это, конечно же, погодные условия. В любую погоду, хоть в дождь, хоть в снег, надо было достаточно быстро передвигаться. Конечно, когда есть какие-то аномалии с погодой, сервис увеличивает оплату, но тем не менее надо учитывать такую вот готовность к любым ситуациям. В то время, когда я работала, сервис делал не совсем корректное ориентировочное время доставки заказа. Поэтому очень часто, даже несмотря на то, что между доставками у меня не было никаких пауз, я едва успевала доставить какой-то из заказов вовремя. Бывало, что клиента не оказывалось на месте и приходилось по 15-20 минут дожидаться, несмотря на то, что сначала по звонку они всегда говорили: да, я буду на месте. Потом я после такого опоздавшего клиента неслась, сломя голову, на следующее место. В общем, стресс был на ежедневной основе. Именно тогда я поняла, что надо что-то менять. И я решила подыскать что-то принципиально другое, какую-то работу, где я могу использовать свои знания, а не только физическую выносливость. И вот таким образом я вернулась к мысли об онлайн-преподавании. Английский я знала хорошо, всегда любила объяснять. Даже во время учебы в старших классах школы давала уроки младшим школьникам. Но на тот момент я много лет занималась офисной работой. То есть это совсем другая сфера. И, конечно же, меня тут накрыл этот великий и ужасный синдром самозванца. Я думала: да кто я такая, чтобы учить? Да разве я смогу? Поэтому я выбрала, как мне тогда казалось, самый легкий путь. Я пошла работать в одну из многочисленных онлайн-школ. И поначалу, знаете, это был действительно кайф, потому что работа была у меня дома. Мне никуда не нужно было собираться, ехать. Были интересные ученики из разных стран и городов. Живое общение. Я чувствовала, как они меняются, как их знания меняются день за днем. И вот этот синдром самозванца потихонечку отступал, потому что у меня появился поток учеников, какая-то экспертиза. Но, признаюсь, приходилось работать столько же, сколько я работала и в курьерской работе, то есть по 10-12 часов, бывало и по 14, к тому же без выходных. И да, конечно, таким образом я выходила на очень хороший доход. Казалось бы, вот, работа мечты. Но за счет того, что этот доход достигался только при адском количестве часов, конечно же, здесь вырисовывалось очень много отрицательных моментов. А если посчитать стоимость одного часа моей работы, конечно, школа платила очень мало. Хотя выкладывалась я по полной и старалась сделать свои уроки максимально эффективными. В общем, я поняла, что такое сотрудничество — это дорога в никуда. Ты просто винтик в чужой системе. Мой азарт постепенно стал угасать. Накопилась огромная усталость. Я поняла, что не просто не приблизилась к жизни своей мечты, а наоборот загнала себя в какой-то пик. Усталость сказалась и на внешности. Появились лишние килограммы, которых раньше не было и в помине. Вечные синяки и припухлости под глазами. По утрам и вечерам в зеркало было страшно смотреть. И все это ради чего? Ради копеечной зарплаты за час и ощущения, что ты просто обслуживаешь чужой бизнес? И тогда я сказала себе: все, хватит, так дело больше не пойдет. Я начала сокращать рабочие часы в школе. Да, мой доход существенно упал, буквально в разы, но зато появилось время подумать, понять, чего я хочу на самом деле. А хочу я стать полноценным фрилансером, развивать себя как бренд. Лёля, Алена, Елена, преподаватель английского и турецкого, который я тоже люблю и знаю. Я давно поняла, что могу давать ученикам гораздо больше, чем позволяют рамки школы. Мои собственные методики, индивидуальный подход. Именно поэтому сейчас я разрабатываю свои онлайн-уроки и уже записала несколько курсов, которые доступны на платформе в любое время. Я хочу, чтобы изучение языка было в кайф, а не в тягость.
как это часто бывает. Но преподавание — это одно, а мне хочется, чтобы деньги поступали более регулярно, желательно даже ежедневно. Поэтому сейчас я исследую и другие возможности заработка в сети. И именно об этом пути, со всеми его подводными камнями, успехами и провалами, я и буду рассказывать на этом канале. Мы вместе будем разбираться, как найти клиентов, как не выгореть, как совмещать разные проекты, как заботиться о себе на фрилансе. Будет честно, обещаю. Если вам близка моя история, если вы тоже мечтаете о фрилансе или уже на этом пути и ищете поддержки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео, если было полезно или просто отозвалось. И обязательно напишите в комментариях, а какой у вас опыт? Вы в найме на фрилансе или только думаете об этом? В следующем видео я подробно расскажу и покажу, сколько реально платят онлайн-школы преподавателям. Мы разберем все на цифрах. Не пропустите. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Люля. До встречи в мире честного фриланса. Пока-пока. В основном работа была физически очень сложной. Да, на самом деле есть очень много клиентов, которые готовы платить чаевые. Иногда они оставляли чаевые, превышающие стоимость заказа. И это, конечно же, создавало дополнительное настроение. Бывало, что они видели, что на улице какая-то ужасная погода, предлагали немножко отдохнуть, попить чаю, кофе.